Всем привет! Как заработать в деревне? Сегодня я вам спалю еще одну тему деревенского бизнеса. Это сбор и продажа еловых и сосновых шишек. Этим заработком занимаются уже довольно много людей, но все они помалкивают о своих способах заработка. Деньги любят тишину, но мне не жалко. Итак, еловые и сосновые шишки собирают в разное время и для разных целей. Первый сбор в конце весны и начале лета. Собирают зеленые, еще не раскрывшиеся шишки. Эти шишки используют для приготовления различных препаратов так называемой народной медицины. Настои, вытяжки, отвары и так далее. Людская молва наделяет эти препараты самыми широкими лечебными свойствами. И чего только ими не лечат, вплоть до рака 4 степени. Но сегодня об этом мы говорить не будем. Сегодня мы поговорим о шишках старых, уже раскрывшихся, без семян. Их собирают, начиная с конца лета и вплоть до середины весны. Эти шишки используют для самых разных целей. Основная масса используется для мульчирования почвы в садах, огородах, теплицах и так далее и тому подобное. Такие шишки используются также в ландшафтном дизайне для декорирования различных пространств. Закупают шишки любители шашлыков и самоваров. Также шишки используют для розжига каминов и печей. Ну и, наконец, шишки используют для изготовления различных декоративных поделок. Сегодня 8 апреля, время обеденное. Решил и я прогуляться в лес, набрать шишек. Как видите, шишек не особо-то много. Видимо, кто-то уже прогулялся раньше и собрал. Но вот первая поляна с шишками. Шишки еловые, раскрывшиеся, то есть без семян. Птицы хорошо потрудились. Все семена уже выклевали, выбрали. Ладно, сейчас я их собирать не буду. Возьму, возможно, на обратном пути. Идем дальше. Так, вот тут слева по ходу нашего движения в лес будет еще одна полянка с шишками. Откуда я знаю, спросите? Да я тут недавно, несколько дней назад уже гулял. Ходил на речку проверять ледовую обстановку. Ссылка на видео в верхнем правом углу экрана. А вот и эта поляночка. Шишек. Тут шишек немного, но пару килограмм, тем не менее, можно набрать. Шишки все еловые. Сосновых я пока шишек не вижу здесь. Ни здесь, ни поблизости. Шишки сейчас мокрые, потому что лежат под солнцем на снегу. Солнце их нагревает, они проваливаются в снег и пропитываются водой. Прогуляюсь по лесу, покажу вам места, где есть россыпи шишек. Мы с вами их пособираем вместе, чтобы вы не говорили, что я балабол и пустобрех. Но много собирать я не буду. Сегодня я пешком в лес пришел, без машины, и тащить на своем горбу большой тяжелый мешок вовсе не намерен. Вот, например, неплохая такая поляночка с шишками. Тут определенно можно набрать 50-литровый мешок. Но столько мне сегодня не надо. Я думаю, вот этого пакета из 5 для наглядности мне вполне будет достаточно. Шишку, которую я сейчас собираю на ваших глазах, можно легко продать на мульчу. Только надо ее перебрать, очистить от мусора и просушить. Кто не знает, что такое мульча, коротенько поясню. Хотя, если вы огородник, садовник или хотя бы сельского происхождения, должны уже сами знать. Ну, короче, землю между растениями в огороде или корни деревьев в саду надо защищать от сорняков, перегрева и засухи или переохлаждения. Поэтому ее засыпают всяким материалом, который с одной стороны не гниет,
с другой стороны хорошо впитывают влагу и пропускают воздух. Сосновые или еловые шишки – отличный материал для такой мульчи. Их можно использовать как в целом виде, так и раздробить их. Наверное, у вас уже назрел вопрос. Чувак, ну ладно, уболтал, черт красноречивый. Смогу я набрать в ближайшем лесу пару десятков мешков этой самой шишки? А куда? И самое главное, за сколько я смогу ее потом продать-то? Ну, во-первых, ты можешь проехаться с этими самыми мешками по близлежащим дачным поселкам и попробовать продавать напрямую по максимальной цене. Можешь встать на трассе по дороге к этим самым дачным коттеджным поселкам. Можешь попробовать сдать эту шишку на реализацию в различные садовые центры и магазины для дачников. И это все старые технологии продаж 21 века. Но мы, как вы уже, наверное, заметили, живем в 21 веке. У нас уже есть интернет, соцсети, группы различные, там ВКонтактах, дачников, удачников, там кого только нет, ландшафтных дизайнеров. Есть куча сайтов, на которых реализуют разную сельхозпродукцию, ягоды, грибы и тому подобное. Ну, например, тот же всем известный агросервер, на котором ты можешь найти оптового покупателя. Есть куча интернет-магазинов для дачников, ландшафтных дизайнеров и так далее. Есть, в конце концов, рекламные системы от Яндекс.Директ, Google AdWords. А да, треклятый Google нас недавно забанил, как и Facebook, и Instagram, и YouTube. Но ничего, не переживай. Для твоего бизнеса хватит рекламы и в Яндексе, ВКонтакте, и в Одноклассниках. Поверь мне, твои основные клиенты именно там, в этих соцсетях и пасутся. Ну а если совсем влом разбираться с рекламой, в конце концов, всегда есть вариант с Авито. Там уже полно объявлений твоих конкурентов. Уж с рекламой в Авито, думаю, любой двоечник сможет разобраться. Но ты же не двоечник? Или? Ладно, с каналами продаж мы более или менее разобрались. Теперь возникает вопрос о цене, почем продавать. Ты, конечно, можешь сам погуглить и все узнать. Но, как пела Яна Поплавская в «Красной шапочке», есть такой ленивый, есть такой трусливый, сиди дома не гуляй. Ладно, не ссы, чувак. Я за тебя сделал уже всю домашнюю работу. И все погуглил. Вот смотри. Это сайт продавана всякой мульчи. И тут есть наши шишки. Цены от 7 рублей за шишку до 40 рублей. И от 40-50 рублей за 60-литровый мешок. В мешке примерно 200-300 шишек. Весит он примерно 6-10 килограмм. Согласно всем западным книжкам по коммерции, наценка барыги-ритейлера должна быть не менее 40%. Ну ладно, пусть будет 50%. Если продажная цена в магазине 450 рублей за мешок, значит закупочная цена может быть вполне 300 рублей. То есть по этой цене вполне можно договориться с барыгой. Ну, если вы не очень договороспособный чел, то за 200. А теперь посмотрим, почем продают наши шишки на Авито. Цены, как видите, разные, но в основном даже выше, чем у барыги с интернета. За 50-60 литровый мешок могут просить и 500, и 600 рублей. Такой мешок вы легко можете набрать за полчаса, ну максимум за 40 минут в хорошем лесу. Оптом, думаю, отдадут за 300, крупным оптом за 100-200. Но вряд ли вы дорастете до крупного опта. Хотя, чем черт не шутит. Дерзайте, все в ваших руках. Даете объявление в Авито с качественными фотографиями, как минимум такими. Пишите хороший продающий текст, прокачиваете свой аккаунт, отзывы там и прочая лабуда. Регулярно поднимаете свои объявы за плату, и вуаля, у вас уже собственный шишковый бизнес. И я тут даже не говорю о том,
что можно давать не одно, а несколько объявлений на Авито с разных симок, разных IP, с переадресацией на свой основной телефон, как делает большинство Авито продаванов в популярных нишах, и забивать всю первую страницу выдачи своими объявлениями. Но это уже почти профессиональные технологии, которые вам вряд ли понадобятся. Мы ведь тут с вами говорим о колхозе, не так ли? Не думаю, что наш колхозный бис нуждается в таких технологиях. Нам же что главное? Главное, чтобы было все по-простому, без всяких там этих западных штучек-дрючек. Да, кстати, если отбирать красивую, хорошую шишку, можно поставлять ее в различные центры детского творчества, дворцы пионеров, кружки и тому подобное. И в разы дороже. Вот вам еще один канал продаж. Что касается моего пакета с шишками, который я насобирал буквально за 5 минут, то я его отдал своему соседу Володе и объяснил, что с ним делать. Володю вы могли уже неоднократно видеть в моих роликах про походы за грибами или про виноград. Ссылку закреплю, как всегда, в правом верхнем углу экрана. На этом мы с вами прощаемся. Задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь в соцсетях. Ну, вы сами все знаете. Пока.